Эти машины почти никому не нужны. Их считают скучными, старомодными и пенсионерскими. И именно поэтому сегодня некоторые из них можно купить удивительно дешево. Я выбрал 5 простых бензиновых автомобилей, которые в Европе еще реально найти примерно до 5000 евро. Без турбин, без сложных коробок и без лишней технической головной боли. А первое место – машина, которую из этой пятерки я искал бы в первую очередь. 5-е место – Ford Fusion 1,4 от 2010 до 2012 года. Речь именно о европейском Fusion. Красивым его назвать сложно, зато практичности хватает. Высокая посадка, большие двери, хороший обзор и компактные размеры. Я бы выбирал бензиновый 1,4 на 80 сил с механикой. Мотор простой, но обязательно проверьте, когда меняли ремень ГРМ. Также внимательно смотрим состояние кузова, днища и подвески. Fusion часто можно найти заметно дешевле 5000 евро. Если машина живая и нормально обслуживалась, это очень разумный бюджетный вариант. 4-е место – Suzuki Splash 1,2 от 2011 до 2013 года. Машина маленькая, но посадка довольно высокая. Удобно садиться, легко парковаться. Хороший вариант для города. Я бы брал бензиновый 1,2 на 94 силы с механикой. Простой атмосферный двигатель и легкий кузов – именно то, что нужно дешевой подержанной машине. На автомобилях 2011-2012 годов обязательно проверьте, выполнена ли отзывная кампания по рулевому механизму. Хороший сплэш еще реально найти примерно за от 3 до 5000 евро. 3-е место – Opel Meriva А1,6 от 2008 до 2010 года. Вот это уже настоящий классический пенсионерский автомобиль. Высокая посадка, удобный вход, хороший обзор и много места внутри. Я бы искал бензиновый 1,6 на 105 сил с механикой. Но Meriva уже возрастной, поэтому главное здесь состояние кузова. Проверяем ржавчину, днище, пороги, подвеску и рулевое управление. Если кузов хороший и машина обслуживалась, за от 3 до 5000 евро Meriva дает очень много автомобиля за свои деньги. 2-е место – Honda Jazz 1,4 iVTEC от 2009 до 2011 года. Снаружи Jazz выглядит маленьким и непримечательным, но внутри он удивительно практичный. Задние Magic Seats складываются разными способами, поэтому по возможностям салона Jazz легко удивит владельца более крупной машины. Я бы выбирал 1,4 eVTEC, примерно на 100 сил, и обязательно предпочел механику старой роботизированной iShift. Перед покупкой проверяем тормоза, аккумулятор и историю обслуживания. Единственный минус – хороший Jazz уже ценят, поэтому достойный экземпляр до 5000 евро иногда приходится поискать. И 1-е место – Toyota Yaris 1,33 от 2009 до 2011 года.
Из всей пятерки я начал бы поиск именно с него. Моя версия – бензиновый 1,33 на 101 силу с механикой. Есть еще мотор 1,33, но 1,33 едет заметно приятнее и при этом остается экономичным. У этого поколения Ярис очень хорошая репутация по надежности. Мотор атмосферный, привод ГРМ цепной, конструкция достаточно простая. Конечно, возраст никто не отменял. Проверяем подвеску, тормоза, выхлоп и обязательно историю обслуживания. Главное преимущество Ярис – их много на рынке, поэтому найти нормальный автомобиль до 5000 евро вполне реально. И еще один важный момент. Не спешите радоваться объявлению. Один пенсионер, первая рука, всего 60 тысяч километров. Маленький пробег не всегда означает хорошую машину. Если автомобиль 10 лет ездил по 3 километра до магазина, такой режим тоже не идет технике на пользу. Поэтому запомните, не покупайте самый маленький пробег. Покупайте лучшее состояние. Ford Fusion, Suzuki Splash, Opel Meriva, Honda Jazz и Toyota Yaris вряд ли были автомобилями мечты. Но именно поэтому сегодня некоторые из них стоят очень дешево. А если выбрать правильный мотор и живой экземпляр, можно получить надежную машину за совсем небольшие деньги. Какую из этих 5 выбрали бы вы? И какой дешевый, но надежный автомобиль я забыл? Напишите в комментариях и подписывайтесь на канал «Авто без боли». Здесь мы разбираем, какие подержанные машины действительно стоит покупать, а от каких лучше держаться подальше.